Здравствуйте, мои дорогие! Наконец-то я решила сделать видео для вас, где я буду отвечать на ваши вопросики. Первое, о чем я хочу поговорить, так это о том, как именно правильно заниматься по моему видеоуроку. У вас возникает вопрос, должна ли я делать упражнения каждый день по моему видео или делать каждую неделю и ждать следующего выпуска? Отвечаю вам. Я составляю видео таким образом, чтобы, например, сегодня мы делали тренировку на группы мышц попы. В среду мы делали упражнения на пресс, в пятницу мы делали там, ну, допустим, на руки. Таким образом составляется ваш график тренировок на одну неделю. Занимаемся мы 3 раза в неделю. Это самый оптимальный вариант. Почему мы делаем упражнения не на все мышцы сразу, а по отдельности? Это я уже поняла с собственного опыта. Допустим, если вы все сделаете сразу, делаете пресс, например, качаете руки, попу, все вместе, пытаясь похудеть, накачаться все за один день, вы завтра встаете, у вас все тело болит, и никакого смысла, никакого желания нет заниматься даже в этот же день. Таким образом, если мы будем делать упражнения, например, на попу сегодня, завтра мы встаем, мышцы попы у нас болят, но пресс не болит, ноги не болят, ничего другого у нас не болит. Мы делаем упражнения на остальные мышцы. Так, сейчас хочу поговорить с вами о мотивации. Как заставить себя заниматься спортом, что для этого нужно, как заставить себя хотя бы банально встать с кровати и накачать себе пресс. Даже так уже. Просто некоторые девушки, знаю, таких есть, что просто пишут: вот, у меня нет времени, у меня там университет, у меня еще что-нибудь. Ищут себе просто-напросто оправдание. Найдите хотя бы 30-40 минут в день, это немного. 30-40 минут в день, чтобы просто привести свою фигуру в норму, чтобы потом не было проблем у вас, потому что гораздо сложнее скинуть эти наеденные килограммы, чем просто из того, что у вас есть, сделать себе хорошую спортивную фигуру. Это не так тяжело, это не так прям супер тяжело для вас сейчас, пока вы молодые. Даже если вы не молодые, если вы уже как бы имеете лишние килограммы, возьмите за себя. Даже если у вас уже есть ребенок, 30-40 минут в день найдите, пожалуйста. Это надо не мне, это надо вам. Тем более я вас не заставлю, мои слова могут не повлиять на вас. Все делайте только вы, вам это надо. Потом, не ищите себе идеалов. Да, может быть, какая-то там девушка, может даже и я могу быть для вас как бы стимулом. Да, стимул должен быть, но не делайте себе идеала. Идеал для вас должен быть только вы сами. Вы сами для себя должны быть идеалом. И мотивацию ищите только в себе. Мотивацию в смысле, что когда вы будете видеть свои результаты. Для меня мотивация — это мои результаты, мои достижения в спорте, как бы то, что я уже хоть что-то сделала своей фигурой. Так вот, что еще хочу сказать. Если мы уже начинаем заниматься спортом, конечно же, мы бросаем вредные привычки. То есть речь идет о курении и алкоголе. Это, наверное, самая большая сейчас проблема уже даже не у мужчин, уже даже у женщин. Потому что я никогда не понимала, зачем курят, пьют молодые девушки. Если мы тем более уже начинаем заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, эти слова, эти привычки должны просто улетучиться в одно мгновение. Потому что если вы даже пошли накачали пресс, а потом курнули сигаретку, это как-то не вяжется, должны с этим согласиться. Тем более, что мы с вами девушки, мы будущие молодые мамы. Поэтому даже если мы будем заниматься спортом, вот эти все вредные привычки, вредные сигареты, алкоголь, оно по-любому, даже если вы месяц, 2, год курили, а потом бросили, они как-нибудь по-любому откажутся на вашем здоровье и, не дай бог, на здоровье вашего ребенка. Но это правда, это уже говорю не я, это уже говорят специалисты. Поэтому я вас прошу, я вас зазываю, пожалуйста, подумайте насчет этого и бросайте. Бросайте, это нам не надо с вами. А сейчас я хочу поговорить о самом, наверное, часто задаваемом вопросе. Это о том, как именно правильно нам питаться. Может, ты посоветуешь какую-то диету.
Скажу сразу, я не любительница диет, я противница вот этих вот диет, например, похудей за 5 дней или что-то еще в этом роде. Почему? Просто-напросто потому, что только самый профессиональный диетолог может подсоветовать нам какую-то диету, чтобы она нам не навредила и не принесла еще больше килограммов после того, как мы ее бросим. Потому что выход из диеты должен быть очень правильным, так как можно еще больше приобрести килограмм потом. Что же я вам посоветую? Самый лучший, наверное, выход для нас — это правильное питание. Что такое правильное питание? Допустим, я заметила по себе, когда я начала правильно питаться, то есть я исключила все вредные продукты своего холодильника, это какие-то там майонезы, кетчупы, разные колбасы, сладости. Мне повезло с тем, что я не очень люблю сладкое. Единственная моя болезнь — это печенье. Ну и то я с ней уже поборолась. Просто сладкое нужно заменять фруктами. Об этом чуть попозже. Так вот, когда я начала правильно питаться, первое, что я заметила, это легкость во всем организме. Мне достаточно легко стало потом переносить уже все новые продукты для меня. Это уже там творог я начала почаще есть. Раньше я как-то не очень любила все это. Тем более творог такой продукт, не все его переносят. Ну, можно еще другими молочными продуктами его просто заменять. Так вот, второе, что я заметила: кожа, волосы, ногти, общее состояние организма улучшилось. Конечно, от того, что мы начинаем есть полезную пищу, полезные витамины к нам приходят, и от этого весь организм нас обновляется. Третье, самое главное, я уже говорила, что мы с вами девушки, самое главное для нас — это наше здоровье, потому что наше здоровье — это здоровье наших будущих детей. От этого у нас, конечно, здоровье становится лучше, и действительно, как бы нам это больше нужно, потому что если мы будем себя убивать диетами, всякими там ограничениями в питании, голоданиями, не дай бог, никогда не верьте, не слушайте то, что вот я сегодня ничего не буду есть, и завтра ничего не буду есть, и послезавтра буду пить только одну воду, я похудею. Никогда вы не похудеете. Да, может, там скинете килограмм, но вы потом будете вообще восстанавливаться очень долго. Это можно просто убить свое здоровье. Никогда не верьте, никогда не вот этим диетам. Это ужас, конечно, какой. Поэтому правильное питание, дробное. Почему дробное? В смысле, что едим чаще, но едим маленькими порциями. То есть, допустим, я могу рассказать свой примерный рацион питания на один день. Вот я стала утром, где-то в часов 10 я могу встать, сделала себе кашу овсяную на молоке, добавила туда все, что у меня есть полезное в доме. То есть какие-то орешки грецкие, может какие-то фрукты, там яблочки, что-нибудь еще. Делаю это повкуснее. Вместо сахара добавляю чайную ложечку меда. Все это я съела. Уже мне, как бы, я уже наелась, отлично себя чувствую, мне не хочется еще. В обед я могу съесть какой-то супчик, там, на курином бульоне. Ну, все различные супчики можно есть в обед. После обеда у меня обычно тренировка, где-то часа 4-5. Я тренируюсь где-то час. Практически каждый день я стараюсь тренироваться. Тем более записываю видео вам, рассказываю, как именно это все выполнять, наши тренировки. И обед у меня где-то в часов 5-6, может быть даже позже. Я не смотрю прям в 6 часов, все, я больше не ем. Почему? Потому что то, что после 6 часов есть нельзя, это, конечно, я бы с этим не согласилась. Потому что, смотря что ты ешь после 6, если ты, конечно, навалишь себе огромную тарелку жареной картошки с мясом, всем делам, то это, конечно, будет вредно для тебя. Но если ты сделаешь правильный ужин для себя, то есть ты можешь сделать, например, рыбку, сварить ее в духовке, как-нибудь еще, например, филе куриное, все самое полезное, в принципе, ты можешь съесть. Ну, конечно, не огромной порцией,
но можно. Правильное питание, все говорят, что оно как-то слишком много денег на это надо. Неправда. Вы больше потратите денег на разные сладости, разные майонезы, колбасы в том числе, чем вы потратите деньги на тот же творог, рыбу или мясо там качественное. Так что выбор за вами. Вы попробуйте. Главное, сразу не говорить: нет, вот, я буду сидеть на диете. Попробуйте правильное питание. Оно просто принесет вам пользу. И правильное питание, оно должно быть пожизненным. Это не то, чтобы там ты месяц просидел на диете. Просто это должно стать вашей привычкой. Так вот, как же разделить наше правильное питание по продуктам? Все продукты можно разделить на 4 части. Это зерновые, то есть это разные каши, гречневые, перловые, пшеничные и так далее, спагетти даже. Главное, чтобы они были качественные, крупного помола, грубого помола. Смотрите просто в магазинах на упаковку, они, конечно, немного дороже будут, но вы можете есть спагетти, не пугайтесь, а то все пугаются: спагетти, все, это лишние килограммы. Есть такие спагетти, которые будут полезны для нас. Так, дальше. Источники белка, то есть мясо, рыба, творог, яйца, молочка разная. Она, конечно, очень будет полезна для нас, потому что мы занимаемся спортом. Белок очень важен для набора мышечной массы. Поэтому с этим делом вы будьте повнимательнее. Побольше белка ешьте. И дальше у нас овощи идут. Овощи должны быть самые, конечно, качественные. Лучше покупать на рынке у бабушек, которые привезут эту картошечку, капусточку со своего огорода, я надеюсь на это тоже, чем капусту, которую вы купите упакованную в пакет. Кто его знает, сколько она лежит в этом супермаркете, и кто его знает, чем ее там кололи, эту капусту бедную. Так вот, лучше все-таки заменять иногда даже гарниры. Ну, например, к рыбе вы ложите, может, овощи вместо там той же картошки, еще чего-нибудь. Картошку я бы вообще исключила со своего рациона, но иногда бывает. Жареную картошку вообще лучше не есть. Так вот, вот у нас и 4 составляющего нашего питания. Вы просто меняйте ваши блюда каждый день, что-то новенькое делайте. Как видите, здесь ограничений, собственно, больших нет, как есть, например, в диете какой-нибудь. Вообще ничего не есть. Тут вы можете разнообразить свое меню, каждый день будет у вас что-то новое. Ну что ж, на сегодня все. Вроде бы разобрала все ваши основные вопросы. Если будут еще, задавайте их в комментариях на моем канале в YouTube. Подписывайтесь на мои обновления ВКонтакте. Всем удачной тренировки, удачного, хорошего, правильного питания. Всем пока!